Как они меня оценивают? Как они на меня смотрят? А понравлюсь ли я этому человеку? Будет ли он меня слушать в этой одежде или выключить прямо сейчас подкаст? Борьба со страхами, борьба с сомнениями. А что вы обо мне думаете? Вот обосрите меня в комментариях, накидайте мне хейта. Посмотрите, как я с ним справлюсь. Накидайте мне хейт. Готов. А где очки? А что на склейках? Кто в очках, кто без очков. Срач в комментариях. Е-е-е, комментируем. Я хочу подарить людям практику, которая позволяет зайти вот в эту точку сборки. В моменте своего страха тебе никогда не бывает вот по-настоящему ужасно от того, что происходит в данный момент. Я могу с уверенностью сказать, что я проживала смерть прямо в жизни. То есть я сейчас оборачиваюсь на это время и думаю, я вообще жила? Всем привет. Меня зовут Илья. Привет, меня зовут Илья, и вы находитесь на канале MetaVibes Art. Мне очень нравится, когда начинается интервью, и герой может выбрать, в каком сеттинге он будет находиться. Например, если вот хлопнуть вот так, это же MetaVibes, мы можем делать все, что угодно. Мы хлоп, может, поменяем декорации. Как тебе стена? Ну, такое. Вернем на место? Да. Я позвал тебя на канал MetaVibes Art, где мы рассказываем про творческих людей, чем они живут, чем они дышат, как они верят в мечту. Значит, сегодня будет глубоко. Мы находимся в самом старом доме в Тбилиси и снимаем друг друга через колодец. Илья, тебя просто... От тебя не скрыться, понимаешь? Да. Скоро MetaVibes везде, даже в колодцах. Сейчас вылезет титр, и там будет написано, кто ты. А мы с тобой как раз об этом и поговорим. Страх сцены для тебя, страх выступать на публику, это нормально? На самом деле, сколько бы раз я не выступала, и в живом формате, в онлайн-формате, каждый раз это невероятно волнительно. Но я считаю, что когда вдохновение закончилось, и тебе уже не нужно выступать, вот в тот момент времени тебе становится ровно. Пока этот трепет и мурашечки бегут по телу, надо действовать. Что труднее, вдохновлять других или вдохновляться самой? Я бы ответила так, что другие мне помогают вдохновляться самой. Потому что когда ты видишь живой пример других людей, делишься каким-то отрезком своего пути и видишь, что другие тоже идут, также вдохновляются, эта энергия как будто тебе возвращается обратно, и у самого тебя получается гораздо лучше. Большинство людей все знают о мотивации, но все равно сидят на месте. Что тебя сдвинуло? Наверное, я очень хотела поверить в какую-то свою идею, в какую-то свою мысль. И не было никаких гарантий, как, наверное, ни у кого их нет. У меня был очень хороший друг, который однажды меня вдохновил. Сейчас он сидит напротив меня и берет у меня интервью. Ты когда-нибудь натыкалась на свои собственные убеждения? Они когда-нибудь играли против тебя? Мне кажется, всегда это такой путь роста. Когда ты рассматриваешь под лупой свое убеждение, твое ли оно истинное или навязанное обществом, это и есть суть игры. Рассмотреть их внимательно, и только опытом познания, наверное, можно прийти к чему-то. Не просто знанием о чем-то, а опытом познания. Когда интуиция спорит с цифрами, ты кому больше доверяешь? Я стараюсь балансировать. Но сейчас, в первую очередь, я опираюсь на чувствование, и после этого уже смотрю на цифры. А что вообще такое деньги для тебя? Это скорее про шкалу доверия? Или это может быть показатель ценностей? Что это такое? Это прекрасный ресурс, чтобы донести свои идеи и смыслы до других людей и сделать это максимально красиво, с каким-то творческим подходом, своим собственным. Ты веришь в мечту? Абсолютно. А когда мечты рушатся, как не сломаться? А я считаю, что разрушение мечты — это лишь часть пути. И это неотъемлемый, абсолютно обязательный шаг на пути. Разрушение иллюзий называется. Что помогает тебе самой не терять смысла в жизни? Первое — это вечный поиск. Что-то я пропускаю в этой жизни. Что-то я пропускаю, что мне нужно найти, во что многие уже не верят, разуверились. И я почему-то посчитала себя достаточно смелой, скорой, какой-то еще, для того, чтобы добраться, наверное, до этой точки.
но я до сих пор в пути. Ну, ты нашла. Нашла. Вот мы говорим о мечтах. Когда мечта сбывается, что звучит внутри тебя? Это тишина или это какая-то радостная музыка, торжественный тушь? Мне кажется, когда мечта сбывается, ты уже к этому готов. Потому что я верю в то, что сначала у человека происходит внутреннее его расширение, и только после этого уже в материальном мире приходит реализация этой мечты. Поэтому это тихое спокойствие и понимание, что да, так быть и должно. Планетарная трибуна. Если перед тобой будет 8 миллиардов человек, что ты им скажешь? Скажу, чтобы шли за своим внутренним чувствованием, несмотря на сомнения вокруг. Можно ли сказать, что это разговор двух душ? Можно сказать. Мгм. А что у нас является зеркалом души? Глаза, что ли? Да, я сегодня предлагаю нам с тобой поговорить по душам и снять очки для того, чтобы убрать дополнительную защиту между нами. Ты Ну. хитро придумал, я же ничего не вижу без очков. Так челлендж на то и челлендж. Глаза — это зеркало души. Вот ты Да. сейчас смотришь в мою душу. Расскажи, как все начиналось. Что заставило тебя поверить в мечту? Когда ты решила заняться своим делом? Как ты поняла, что это твое дело? Расскажи об этом так, чтобы все поняли, как это делать правильно. Это было давно. Ангелина – социолог и цифровой психолог по образованию. Исследователь человеческой природы по призванию. Начинала преподавателем в Магаданском университете с зарплатой в 16 тысяч рублей. Потом прошла через корпоративный найм и первые эксперименты с микробизнесом в поиске того, что действительно ее зажигает. Сегодня Ангелина – основатель онлайн-обучающего центра AM School. Более 8 лет обучает предпринимателей навыкам системного мышления, искусству коммуникаций и экологичных продаж. В прошлом году ее школа удостоилась признания со стороны ведущей образовательной платформы GetCourse за выдающиеся результаты и вклад в развитие сферы образования. Создатель сообщества осознанных предпринимателей, где свыше 50 тысяч человек реализовывают свои идеи и достигают результатов, сочетая внутренние трансформации с навыками практического маркетинга. На тот момент времени, конечно, мои мотивы совершенно были другие. Я просто чувствовала и понимала, что как будто я проживаю не свою жизнь. Это ощущается, как будто ты проживаешь свою жизнь в черно-белом кино, и ты точно понимаешь, что ты должен быть героем другого кино. Но по какой-то причине, своей внутренней, ты все еще продолжаешь играть в чужом, для тебя абсолютно черно-белом кино. У меня не было понимания, честно говоря, куда я пойду, вообще кто я, что я. Несмотря на то, что я по образованию преподаватель, и мне это нравилось. И первая моя работа была в университете, то есть я преподавала социологию, политологию. К сожалению, совершенно не хватало на тот период времени денег, потому что зарплата преподавателя была 16 тысяч рублей. Я искренне хотела связать свою жизнь с наукой. Да, сделать какое-нибудь прекрасное открытие для людей, которое, может быть, им в чем-то поможет. Но так сложилось, что из-за денег мне пришлось уйти. Мне предложили временно заместить секретаря. Это было почему-то на тот момент времени для меня унизительно. Да, высокомерие слегка. Да. Потому что я думала о том, что неужели я просто так 5 лет училась? Неужели я столько времени, работая преподавателем, потратила просто так, чтобы сейчас прийти и работать секретарем, который перебирает бумажки и носит кофе. Человек, который меня звал, он сказал: Ангелин, это может быть просто входом, доверься. И я подумала, денег сильно недостаточно, поэтому ладно, я доверюсь. Поэтому, наверное, самая главная мотивация на тот момент времени — это была история про давление деньгами. Я думаю, что каждый сталкивался с этим. Это не всегда, это никогда, наверное, не является чем-то плохим. Когда вы чувствуете давление именно денежное, это говорит о том, что у вас впереди вас ждет большой рост. Главное — присматриваться за тем, что происходит вокруг, и все-таки как-то доверять. И, в общем-то, после этого я устроилась секретарем на временную должность.
мне кажется, очень хорошо справлялась с работой, поэтому меня там начали забирать дальше. Дальше была определенная карьерная лестница. Все равно денег не хватало. Но при этом я еще поняла, что для того, чтобы мне вырасти дальше в этой западной культуре, мне нужно стать совершенно другим человеком и потерять в себе те качества, которые я очень люблю и берегу, которым меня научили, наверное, мои родители. Я поняла, что все, мне скучно, дальше тот путь мне ясен, но я на него не хочу, и мне нужно что-то делать. Когда ты ушла из займа, это было резкое решение или это было постепенное? Нет, все истории, я как маркетолог тоже хочу об этом сказать, все истории про быстрый успех, все истории про ворвался и победил, все истории про пришла идея и сразу же она воплотилась, полная ерунда. Это маркетинговая ловушка, в которую мы любим попадаться. Поэтому абсолютно точно это был путь. И чего я только не пробовала. Я поехала, отучилась на визажиста. И мы в этом маленьком городе Магадане, население 90 тысяч человек, организовали маленькую группу под названием Team M, которая собирала невест на праздник, на свадьбу. Вот, в общем-то, подруга у меня занималась тем, что она укладывала волосы, а я, как новоиспеченный визажист, красила. Я очень люблю, на самом деле, для меня красота — это что-то очень важное. Сейчас я понимаю, что красота — это двери в любовь, значит, к познанию Бога внутри себя. Но тогда уже тянулась к этому ко всему. Вот. Но это тоже мало к чему приводило, и я понимала, что нужен какой-то серьезный шаг, потому что изменение не может произойти только в одной сфере. И требовались изменения абсолютно везде. И вот, наверное, одно из самых больших заблуждений тоже людей на пути развития, пусть даже мы там идем к деньгам или уже к более там каким-то глубоким смыслам, да, мотивам. Тем не менее, нужно понимать, что абсолютно все ключевые сферы жизни, они связаны. Пришлось потом в будущем поменять абсолютно все. Признаться в том, что я живу в браке, а не в союзе, и что мы делаем друг другу больно, и что, несмотря на то, что там есть общий ребенок, это тоже пора завершать. И, в общем-то, у меня началась трансформация абсолютно по всем сферам жизни. Красота и уверенность в себе — это как они работают между собой? Можно ли быть уверенным в себе, не будучи красивым? Для тебя ты бы могла быть такой же успешной, если бы не была такой красивой? Спасибо. Но я уверена, что еще 100 человек посмотрят и подумают, что это не так. Красота Они завидуют. очень субъективное понятие. Так, давай тогда с терминологией. Что такое красота? Что ты такое имеешь красота? в виду сейчас? А что такое красота? Ох, я могу ответить только за себя. Для меня красота, когда я вижу аутентичность, да, так называемое уже избитое понятие, но тем не менее оно очень важное. Когда я вижу истинную суть человека, когда он уже вышел со всех, наверное, ролей, там, социальных масок, у него уже такой четкий фундамент свой собственный, и он проявляется не из того, чтобы кому-то что-то доказать, не из того, чтобы кого-то впечатлить, а он проявляется из своего собственного нутра. И это просто невероятно красиво. И тогда и внешность тоже на самом деле красивая, потому что это уже начинает отражаться и на его стиле, и на его манере говорить, на его манере сидеть, пить воду и так далее. То есть если родился страшным, толстым, прыщавым, Такими не рождают. давай больную тему затронем. Давай. Как ты различаешь заботу о внешности и зависимость от одобрения? Это очень сложный вопрос, потому что мы сейчас живем в мире потребительства, и мода, такое понятие, как мода, такое понятие, как стиль. Это, кстати, разные понятия. Они могут нам помочь в ответе на этот вопрос. Мода — это что-то проходящее. Культура потребления нам говорит: вот сегодня эта пушистая кофточка будет модной. Через, 5 лет или через даже год уже это совершенно не модно, и мы вынуждены... Да, колхоз, все надо выкидывать, все это уже ни в какие ворота. Это понятие моды. А есть понятие стиля. Вот стиль — это как раз отражение аутентичности, когда уже человек наигрался в общество потребления, столкнулся с тем, что на самом деле то, как он выглядит, это является набором, отражающим глаза большинства.
То есть их ожиданий, может быть, каких-то представлений. А когда он становится аутентичным, тогда у него начинает рождаться, тоже не быстро, это длительный, мне кажется, путь, его уникальный стиль, который отражает его внутреннее естество, и тогда эта одежда или как бы это не выражалось, это будет вечно. И люди это будут считывать. Наверное, красота — это про искренность, а мода — это про потребление. Да. Мода — это про глаза большинства, как они меня оценивают, как они на меня смотрят, а понравлюсь ли я этому человеку. Будет ли он меня слушать в этой одежде или выключит прямо сейчас подкаст? Красота, искренность, внутрянка. Мода, восприятие, хайп. Искажение. Супер, поддерживаю. Что важнее для успеха? Искренность или харизма? А разве харизма — это не искренность? А можно быть харизматичным, не будучи искренним? Можно, конечно, можно. Конечно, можно. А как? Научи меня. Ну, наверное, чтобы стать искренним, это же достаточно большой, длительный, тяжелый путь для человека. Потому что мы живем в искажениях. И в любом случае, например, чтобы добраться до стиля, ты пройдешь все ужасы моды. Однозначно тебе нужно с этим столкнуться. И в твоем вопросе то же самое. Как бы здесь напрашивается вот из этого всего вопрос следующий. Как бы мы уже немножко начали говорить на отлетевшем. Давай копнем сюда поглубже. Хорошо. Вот я насмотрелся всяких подкастов, начитался всяких умных книжек эзотерических, вот, и решил, что я поверю в свою мечту. Я почувствую себя богатым, знаменитым, успешным. Вот, я возьму кредит, я вложусь в то, что считаю своим призванием. Вот, я потрачу на это все свое время, всю свою энергию, все свои деньги, а потом окажусь у разбитого корыта, например. Ведь не каждый... То есть мы всегда слышим, это ошибка выжившего называется, мы всегда слышим про тех, кто преуспели, начинали в гараже, а сейчас у них свой концерн. Вот. Мы очень много не слышим о тех, у кого ничего не получилось. Да, мы знаем из статистики, что 90% кафешек закрываются за первый год. А сколько людей верят, что все мечтают попробовать их кухню? Как с этим бороться? И как понять, что то, что ты считаешь своим призванием, действительно твое призвание? Мне кажется, очень много здесь в этом вопросе, и мое внимание зацепилось за кредит. Я бы, наверное, хотела об этом поговорить. Когда человек берет кредит денежный или, раз уж на отлетевшем, энергетический, какой угодно, это значит, что его собственного расширения сейчас недостаточно. Это значит, что где-то он уже не был готов брать должный уровень ответственности в своей собственной жизни. Я искренне не рекомендовала бы брать в долг ни деньги, ни любые другие ресурсы, а все-таки потихонечку, маленькими шагами начала взращивать. Сейчас культура потребления нам говорит о том, чтобы мы делали все быстрее. Возьми кредит и получишь быстрое удовольствие. То же самое с нашим делом. Если вы действительно определились с тем, какое ваше дело, и это классный ваш мотив, он искренний, он вас зажигает, это будет говорить о том, что вы сможете пройти этот путь. То есть это не спринт, это марафон. А значит, вы будете готовы по чуть-чуть, потихонечку перекладывать эти ресурсы. В этом по чуть-чуть, потихонечку человек чувствует себя комфортно, без надрыва происходит вот это нужное расширение. Не нужно пытаться быстро заполучить, потому что быстро только сыр в мышеловке. Очки я одел, потому что я не могу. Мне надо контролировать ситуацию. Ну давай, раз мы... Давай, хорошо. Будем неискренними. Давай Максимальная закрытость. Хорошо, будем... Закрытую позу сделаешь? Сейчас попытаюсь, да. Ладно, это все условности, Илья, ты же знаешь. Конечно, это Да. все условности. Но мне в очках комфортнее, чем без очков. Ну, И и вообще. значит, Давай снимем. Ладно. все-таки, да? Да. Успешный успех. Деньги. Деньги. Ты много зарабатываешь? Много относительно чего? Все в нашем мире относительно.
Ну вот для преподавателя, который преподает социологию в университете в Магадане, ты много зарабатываешь? Да, в X раз больше, чем я зарабатывала в Ты к этому университете. быстро привыкла? Мне кажется, каждый раз я была уже готова к этому. То есть это достаточно долгий путь. Приходит сначала расширение, потом приходит определенная сумма, и ты уже не в истерике бьешься там в радости от того, что она пришла, ты уже к ней готов. А как же люди, которые выигрывают лотерею? У них что, происходит спонтанное расширение, вот эта инфляционная модель вселенной, когда бац, я помечтал о том, чтобы стать великим, продюсером, и пошел купил лотерейный билетик, и завтра у меня $1 миллиард, и я снимаю эти интервью не в Тбилиси, а где-нибудь в Лос-Анджелесе. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, статистика нам говорит о том, что все те, кто резко выигрывают в лотерею, как-то распоряжаются этими деньгами не очень хорошо. И мало кто устоялся потом в этой сумме. То есть, как правило, там какие-то растраты не очень разумные. Потому что это действительно очень тяжело, это нужна емкость. Для любой суммы денег, неважно, о какой сумме мы сейчас говорим, должна быть емкость. Ну, условно, если дать 5-летнему ребенку там 30 тысяч рублей, ну, он, скорее всего, сделает какую-то глупость. И нам-то кажется, что мы все взрослые, но у нас тела взрослые, да, и с морщинами, там, с усами и со всем прочим. Вот. Но на самом деле вся наша жизнь — это про развитие нашего уровня сознания. То есть, чтобы быть богатым, нужно быть к этому готовым. Да. Мы последние несколько дней боролись со своими страхами. Да. Так, друзья, ну что, первый страх. Ты недостоин. Достоин. Илья, что, как тебе там? Нормально? Страшно. Илья, блин, я еще... Обожаю своих друзей. Ну что? С Богом. Знаешь, как мне страшно? Вот это может? Может. Здравствуйте. Не хочет, окей. Думала, что управлять. Ну что, похоже на продавана? Ребята, Да. оцените. Да, ты правильно сказал, мы сейчас проходим челлендж, такой я его организовала в своем открытом канале. Справляемся немножко со страхами, чтобы мы могли выбирать себя. Когда я встретила тебя и узнала твою историю, это перевернуло все мои ограничивающие убеждения относительно денег, относительно мечт, относительно реализации. То есть ты был тем человеком, кто как раз вот эту емкость во мне расширил. И я безумно просто рада, что я прохожу этот челлендж с тобой, что ты тоже делишься своими мыслями в канале. Потому что человек, прошедший опыт, как его назвать? Бездомности. Бездомности и не утративший веру и силу, это что-то невероятное. Можешь, пожалуйста, рассказать об этом чуть-чуть подробнее? Потому что самый большой страх людей — это страх остаться без денег. И если человек сталкивается с ним в течение жизни по-настоящему, когда ты остался без дома, когда тебе действительно некуда идти и бежать, я очень хочу, чтобы ты этим поделился. У меня всегда были какие-то страхи, и страх остаться без дома, без еды — это нормальный страх практически каждого человека. Вот. Но, как и с любым другим страхом, он страшный только когда он в будущем, когда он еще не случился. Или когда ты уже оглядываешься на это в прошлое, думаешь, какой кошмар. Вот. А в моменте, когда ты находишься в моменте своего страха, у тебя немножко по-другому работает психика. Тебе никогда не бывает вот по-настоящему ужасно от того, что происходит в данный момент. Как мне кажется, во всяком случае. Ну, когда я вот спал на лавке, там, типа, и питался с помойки, это не было ужасно. Это было как-то вот, что-то с этим надо делать, да? Вот То что... есть ты имеешь в виду, что страх будущего, который живет в голове, что условно что-то пойдет не так, и я буду бездомным, у меня не будет денег, он гораздо Всегда гораздо ужаснее, больше, чем реальность, когда ты, например, попал. когда ты находишься в реальном моменте, любая твоя проблема превращается в задачу. То есть
тебе надо найти, что пожрать, тебе надо найти, где переночевать. Вот. Если негде переночевать, то вопрос, где скрыться от дождя. Вот. Что делать дальше? Как поступить сейчас, чтобы завтра было немножко лучше? И из этого всего рождается какое-то решение. А потом еще, на отлетевшем поговорим, Вселенная как-то подтягивает какие-то решения. То есть я не могу сказать, что я прям когда-то Можно был... не на отлетевшем и говорить просто слово «Бог», например. Можно. А каждый сам нарисует то, Можно, что... хорошо, пускай каждый себе рисует то, что считает нужным. Но я не могу сказать, что я когда-то был там долгое время постоянно голодный, не был. В самый сложный момент, когда вот прям казалось, что все, безвыходная ситуация, находилось какое-то решение. Мне кто-то покупал бутерброд, потому что я посмотрел голодными глазами, еще что-то в этом духе. Но что-то не очень хочется об этом вспоминать, если честно. Не надо кормить свой страх. Не надо в нем постоянно, перманентно находиться. Надо понимать, что да, это может произойти, но если оно произойдет, я с этим разберусь, как там Скарлетт говорила. Это проблема, о которой я подумаю завтра. Вдруг нас сейчас смотрят люди, которые находятся в эпицентре своего собственного страха. Может быть, он не связан с отсутствием дома, там, еды и так далее. Я надеюсь, что не связан. Но какой-то другой тоже. Вот что тебе помогло? Можешь поделиться, чтобы ребята с собой унесли? Внутренний стержень, вера в то, что все, что происходит, происходит потому что должно происходить. Все, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Нет, все, что не происходит, происходит к лучшему. Знаки. Я проживала просто похожий опыт, но не в реальной жизни. Можно назвать это квестом, наверное. Но на один день я была той самой бездомной в большом городе, у которой нет денег, нет связи, и все, нет дома как будто. Скажем так, что это был квест. Помню, может быть, у тебя было так же. Я начала очень внимательно наблюдать за тем, что происходит вокруг, и как будто бы читать знаки. То есть, что мне сейчас нужно сделать? Куда мне нужно пойти? Я начала слушать, что говорят вокруг. Я начала смотреть на все баннеры вокруг, как будто там для меня приготовлены какие-то надписи или там, не знаю, картинки, которые сейчас меня приведут туда, куда мне нужно. Я смогу из этого выйти. Был ли твой опыт с этим похож? Он был идентичен. Он был не просто похож, он так и выглядел. И отвечая на твой вопрос, надо заикариться в сейчас. Надо посмотреть по сторонам и понять, что Бог, Вселенная, эфир всегда дает тебе ответ на любой поставленный тобой вопрос. Вообще вся моя жизнь как бы связана с тем, что я все время чего-то боюсь, а потом перестаю этого бояться, пробую, и из этого что-то получается. А когда не получается, получается что-то другое, и все равно становится лучше. И любое событие, каким бы оно ни казалось там неуместным или неприятным в моменте, со временем оно раскрывает свою истинную суть. То есть оказывается частью пути необходимой. Именно так. То есть работу своей мечты, которая была у меня достаточно продолжительное время, я нашел благодаря тому, что у меня все пошло не так в свое время. Вот когда как раз ты уезжала из Магадана, я в тот же самый примерно момент почувствовал, что смирился с тем, принял то, что, может быть, я умру в Магадане, так ничего не достигнув. Вот, принял эту данность и решил, что я буду верить в мечту. Я буду транслировать себе в голове какие-то красивые картинки, как мы с тобой в разных городах планеты ужинаем в хороших ресторанах и чувствуем себя богатыми и счастливыми. Это все сбылось. Но в момент, когда это происходило, тогда в 2016-м, я оказался в больнице. Я, не буду рассказывать подробности, просрал бешеное количество денег за одну ночь. Вот. Оказался в больнице, и за этим последовала череда каких-то событий, которые привели к тому, что мне предложили работу в Москве с хорошей зарплатой, и это стало работой моей мечты, которой я наслаждался несколько
долгих лет. Ты сейчас такую просто острую фразу сказал. Ты сказал «богатым и счастливым». И эта история про то, что нас начинает разрывать. У нас психика просто разрывается, как будто. Это может на неосознанном уровне быть, но тем не менее люди где-то в глубине своей души не верят в то, что одновременно можно быть и богатым, и счастливым. Это на глубинном уровне в нас зашито. И, возможно, если ты захочешь, я с тобой поделюсь видео, а ты покажешь его нашим зрителям. Буквально сегодня я ехала на этот подкаст и общалась с таксистом. Он меня вез сюда. И мы затронули именно эту тему. Я не знаю, как так вышло. Он начал об этом говорить. И я его спросила: а вы верите, что можно быть одновременно богатым и счастливым? Он сказал: это вряд ли. Я говорю: ну а как же, и то с хлебом может быть? Он сказал: нет. Я говорю: а что вам мешает? Он говорит: наверное, сомнения. И он спросил: а как справиться с сомнениями? Вот как ты думаешь, как справиться с сомнениями? Сомнение — это же тоже как бы оборотная сторона страха. То есть сомнения связаны со страхами. И со страхами очень легко бороться, если их, как это сказать-то, преувеличивать. Дай волю своему страху. Представь себе, чем этот страх может закончиться. Ну, вот самый страшный страх — страх смерти, так ведь, да? Да. Но смерть, она неизбежна, это часть жизни. Без смерти жизнь не имеет смысла. И она неизбежна, поэтому рано или поздно она со всеми произойдет. Поэтому... Я даже больше скажу. Вот я не знаю, как ты чувствуешь, но в тот момент времени, когда я не жила своей истиной, своим внутренним состоянием, я могу с уверенностью сказать, что я проживала смерть прямо в жизни. То есть я сейчас оборачиваюсь на это время и думаю: я вообще жила? Страшно умереть, не сделав то, для чего ты родился. Да. И сомнения, как бороться с сомнениями, понять, из каких страхов берутся эти сомнения, гипертрофировать эти страхи, сказать, что типа, ну а чем закончится этот страх для меня? Я потеряю работу, ну и что, я найду другую? Меня бросит партнер, другой найдется партнер или не найдется. Или я решу жить одна с 40 котами до конца жизни. В этом тоже нет ничего плохого. Сколько кошек спасено благодаря чьему-то разводу? Это ж тоже не... То есть, сейчас зареву. Все, что происходит Я в надеюсь, этом... люди поняли сейчас эту мысль, сколько кошек спасено из-за чужого развода. Это же клише, да, когда одинокая женщина заводит себе 5 котят, и 5 котят счастливыми становятся. Все в этом мире взаимосвязано, и все наши оценочные суждения о том, что вот это хорошо, а вот это плохо, они меняются в течение жизни, во-первых, с твоей собственной рамки, да, то, что было для тебя вчера хорошо, сегодня оказалось плохо, и наоборот. И в отношении других людей такая же фигня. Чья-то ошибка — это другого человека какая-то возможность. Можно сделать так, что будет выигрышно и для одного, и для другого. К этому надо стремиться. Русский язык, он для меня очень глубокий. И вот слово «сомнение» — это история. Если мы поделим, мы поймем, что «со-мнения», да? То есть это мнение многих других, большинства, которые нас начинают раздирать на части. Да? Там условный голос мамы, у тебя не получится, условный голос там, дяди в телевизоре, который там что-то сказал, условный голос моды. Негативные убеждения, которые ты впитал в момент своего воспитания. И это даже не твое. Именно поэтому ты веришь, что нельзя быть богатым и счастливым. Тебя с детства пичкали этим. Деньги — зло. Да, невозможно быть честным и богатым. Почему? Возможно. Чем богаты, тем и рады. Ты сказала русский язык, давай разберем слово «богатство». Подожди. Вот есть слово... Людям нужен ответ. Есть слово «сомнение». Это то, что нас разрывает внутри тысячи голосов, которые не являются нами. Но если если вы знаете русский язык, русскоязычный человек, у нас есть другое слово — единогласие. Да? Согласие, единогласие. Это тот момент, когда ты соединяешься со своим внутренним центром, со своим чувствованием, со своей интуицией. И если сейчас люди полагают, что это эзотерический бред, пока, значит, рано. Это обязательно проявится, наверное, в тот момент, когда вы захотите в это заглянуть. И, в общем, единогласие появляется в тот момент, когда ты соединяешься со своим внутренним центром.
И в этот момент ты можешь идти сквозь сомнения. Это та рекомендация, которую я дала сегодняшнему таксисту, сделать одно действие, и он даже насчет него начал сомневаться. Я ему говорю, сделай вот это. Он говорит, зачем? Почему? Контроль, как мне пройти, как мне дойти, а что мне там нужно делать? Я говорю, слушай, просто пойди туда, и ты сам все поймешь. Как? Я говорю, почувствуешь. А у него сомнений очень много. Если у него сейчас получится, и он соединится с тем, о чем мы с тобой говорили, когда условное пространство внешнее через людей, через ситуации, через даже баннеры и картинки, и все на свете, и цвет ковра, почему-то по какой-то необъяснимой совершенно причине с тобой разговаривает. Только если ты находишься в моменте здесь сейчас, да, или в точке сборки. Я это называю так. Вот мы последние несколько дней с тобой договорились, что мы будем играть музыку на слух, это называется. Ну, то есть как бы решать по ситуации. Вот и принимать это, да, как бы не бороться с пространством, а принимать то, что происходит. И поэтому все то, что я запланировал для этого интервью, все вот эти вот вопросы, что-то задалось, что-то не задалось, что-то осталось там нетронутым. И я хотел сразу предупредить, что, получается, у нас как-то интервью тебя перешло в интервью меня. В этом и есть как бы метапосыл нашего канала. Важно ли, кто берет интервью? Нет, не важно. Важно, какие смыслы люди доносят. Вот. И из этого хочется сделать интерактив. Пускай люди не заходят, чтобы, типа, а что у меня сегодня есть посмотреть из этих интервью? Вот. Пускай сами решают, что они хотят сегодня посмотреть. Пускай интерактивят с нами. Мы будем пользоваться тем, что уже создали для этого. У нас есть полная инфраструктура. У нас есть YouTube, у нас есть Instagram, у нас есть TikTok, у нас даже есть веб-сайт свой. Мы думаем о том, как это еще там дорастить чем-то полезным. Но мы хотим дать людям возможность задавать свои вопросы. Вот. И не только нам с тобой. А что бы вы спросили у любого человека, если бы у вас была такая возможность? А что бы вы сказали 8 миллиардам зрителей? Борьба со страхами, борьба с сомнениями. А что вы обо мне думаете? Вот обосрите меня в комментариях, накидайте мне хейта. Посмотрите, как я с ним справлюсь. Накидайте мне хейта. Готов. Ты хоть понимаешь, какое классное дело ты делаешь? Вот люди часто страдают, работая на нелюбимой работе, думая, что то, чем им хочется заниматься, нафиг никому не нужно. Общество потребления и так далее, оно создает все условия, чтобы как будто ты действительно не заработал на своем любимом деле. Ну давайте вот представим себе, что это единый организм, как Бог. А каждый из нас клеточка. И у нас сейчас в нашем обществе клеточки не на своих местах. И условно клеточка, которая должна быть в плече, она сейчас там трудится в колене. И ей самой там плохо в этом колене, потому что она ничего не понимает, ей там не по кайфу. И колену плохо от этого, оно начинает страдать. В тот момент времени, когда ты это делаешь, да, и люди ставят реакции, когда вы пишете, когда вы чувствуете, что человек на своем месте, вот точно, вот это оно, даже пусть это будет странно для вас, там как-то непонятно, но если вы видите среди этих выпусков, что человек на своем месте, поставьте этот лайк, ну напишите вы ему комментарий. И сами начинайте идти в сторону вот своего чувствования, чтобы занять нужное свое место. Тогда весь организм начнет работать хорошо. Но для того, чтобы он начал работать хорошо, нужно в этом смысле поддерживать друг друга, то есть не зажимать. Вот когда ты видишь, что человек на своем месте, я голосую тебе всеми своими большими пальцами, вообще всем своим нутром за то, что ты сейчас делаешь. Потому что ты на своем месте. Я хочу поддержать тебя в этом. И вот если каждый, даже тот, кто еще пока в коленке вместо плеча, начнет поддерживать того человека, ну вот видно, когда человек своим занимается, когда у него глаза горят, да, у нас все будет вставать на свои места, и вы сами тоже будете приобретать, находить, да, путем каким-то, но тем не менее, свое собственное место. А что такое свое собственное место? Мне хорошо в этом, даже если это плечо, да хоть это пятка, мне хорошо, потому что я по замыслу, я здесь, я делаю то, что мне самому классно, еще и от этого весь организм радуется и выздоравливает. Кайф? Кайф.
я хочу подарить людям практику, которая позволяет зайти вот в эту точку сборки, да, или в точку осознанности, как угодно это называть, но это то состояние, когда вы можете соединиться как раз с собой и убрать лишние страхи, убрать лишние сомнения и начать видеть вещи такими, какие они есть, без искажений. Ссылочку мы здесь оставим, это будет в моем канале. Кстати, в канале тоже очень много полезной информации, поэтому присоединяйтесь. Мы вам рады, у нас там классное сообщество, и вы точно найдете для себя там какой-то ответ на свой самый сокровенный, важный вопрос.